Здравствуйте, Айдар, Алексей. Здравствуйте. Да, очень рад с вами наконец встретиться. Для начала, наверное, попрошу вас самих немножко о себе пару слов сказать, а потом уже вопрос. Хорошо. Меня зовут Айдар. Меня знают как графического художника по имени Джо. Я занимаюсь музыкой, искусством, творчеством, нейросетями и разными видами искусства. Вот. Я вокалист и гитарист группы Барадж. Играю в группе уже с 2004 года. Вот. Являюсь одним из основооткрывателей этой группы. Ну и, конечно же, наверное, продолжит Алексей. Меня зовут Алексей, мне 33 на данный момент. В группе я играю с 2012 года, этого века. Получается, уже пришел во взрослую группу на моменте, когда готовили альбом «Мардуган». Готовили к релизу уже, на самом деле, дотачивали, все. Вообще и мир другой был, и группа другая была, и я лично другой был, вообще другое совсем измерение такое, сейчас когда вспоминаешь. Я занимаюсь, у нас почему-то в России есть такая странное такое словосочетание, как саунд-дизайнер, не саунд-дизайнер, точнее саунд-продюсер. При этом это, как правило, человек, который делает все звуки. По сути, на Западе, если ты кому-то скажешь саунд-продюсер, они посмотрят на тебя как на дурачка, потому что там такое словосочетание не используется. Я занимаюсь звуком, закадровой озвучкой видео, саунд-дизайном, музыку пишу, но делаю это строго, когда деньги платят, платить не все хотят. В данный момент работаю на дневной работе в сфере финансовых инвестиций, руковожу колл-центром. Группа Барадж – это уникальное явление на татарской сцене. Очень мало коллективов могут называть себя полноценными татарскими рок-музыкантами. Бараджи – это не только рок, а полноценный металл, из-за чего группу иногда заслуженно называют татарской металликой. Расскажу про программу. За последнее время мы выпустили несколько альбомов в стиле металла, в стиле акустики. И сегодняшняя программа начнется с акустических песен и перейдет нежно из альтернативы в металл. И сама группа Барадж, которую она вообще появилась, насколько понимаю, в Елабуге. Да, в Елабуге, 2004. То есть у вас получилась еще даже такая возможность мне здесь сравнить, потому что вы начинали в Елабуге, то есть какая там была тусовка, какая потом была тусовка в Казани. То есть что можно сказать про то время, потому что время 2004 такое очень интересное. Да, знаете, у меня такое ощущение, что Татарстан делится на две части. Левая сторона — это у нас казанская вся какая-то тусовка. А правая — это Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск, Елабуга, Менделеевск — это все другая. И когда мы в Елабуге начинали играть с 2004 года, у нас плотные там были концерты у Покрова, если вы знаете такого. Живое пекло, он вел эти мероприятия, и мы там постоянно катались. И там публика отличается от Казани, хотя это один Татарстан, для меня. Сейчас в Татарстане мы находимся в Казани, уже не в Елабуге, и выступаем уже более редко, наверное, потому что ориентируемся уже не на Татарстан, а стараемся более широко выходить за рамки границ нашей республики. И в Казани тусовка, она другая, она какая-то немножко продвинутая, но при этом они как будто все одиночки. Там сплоченные, а здесь какие-то одиночки. Нет, слушайте, у нас тут маленькая пауза. Сейчас мы сыграем «Хыял» в прекрасном тысячелетнем городе лета по названием Алабуга, Елабуга. Оттуда пошли ноги самой группы, где они находятся, вы сами знаете. А откуда они пришли, именно с этого тысячелетнего городка.
хотелось бы просто, мы все-таки встречаемся в клубе «Паранойя», и вы могли бы сами увидеть, например, такие места, как арт-салон, то есть бонсай, то есть как чисто вот, тоже можно без сравнения, так сказать, потому что... Сейчас слеза прям потечет, ей-богу, по тем Мы временам. играли в арт-салоне в 2005 году, это первое выступление в Казани было. И я на тот момент уже увидел разницу, потому что когда мы в Набережных Челнах, например, играли, там тусовка разношерстная. Девчонки, мальчишки, панки, там еще кто-то. А когда мы приехали в 2005 году в арт-салон выступать, нам даже немножко было жутковато, потому что клуб такой, в общем, более суровый, андерграундный. Мы выходим, и куча лысых мужиков просто встали перед нами, и мы такие, кто это? Для нас было удивление. На самом деле, в те времена. Его все боялись. Ну да, типа того. Хотя на самом деле публика довольно-таки добрая и отзывчивая. Просто у нас еще 2 девушки пели изначально. Вот, и в основном аудитория мужская сразу клевала на то, что там кто-то из девочек поет, и сразу приходили. Вот, поэтому на тот момент уже разница была какая-то. Так, и, кстати, у вас название группы «Барадж», это же в честь дракона. Это имя дракона из вот этих вот волжско-булгарских, тюркских легенд. Ну, то есть мы все знаем название, такой нейминг, как Зеланд. Вот, это уже более такое, более новое обозначение того Научный самого... термин такой даже. Да не знаю, вот на самом деле. Ученые прикалывались на эту вот, тему. ну, как бы его называют так от слова елан, змей. Вот, а это уже, можно назвать даже неологизмом, наверное, черт его знает. Вот не буду прям, скажем так, четко подписываться под этим. Вот, у него в легендах было имя. Имя было в оригинале Бараджи, с татарской «ж» в конце. Вот, ну, которое «ж» с хвостиком. С хвостиком, да. Вот. А Барадж это уже, скажем так, такой русический, более такой русифицированный вариант, я так понимаю. Вот. Для произношения, чтобы человек Да, не потому потерялся. что, и как бы у нас татары-то же не всегда чисто произносят, будем уж честны. Вот. Ну, такой вариант, как все-таки и произношения, и многовидности. Ну и, соответственно, еще вот хотелось спросить как раз про дракона, потому что у вас же вот про свою... Вы поете в основном на историю, то есть на булгарский, на гунские периоды, там, монголо-татарский, это получается, да. Но вот этот именно драконий, как бы сам у вас дракон всего один, по-моему, да, Барадж? Вы Драконий про легенду о трек, Барадже? сама легенда о Барадже, это просто инструментальная композиция, которую мы решили засунуть в легенду о Барадже, потому что песни из нее не делалось. Вот. Но в дальнейшем, когда уже группа прошла несколько реформаций, мы здесь, в Казани, после альбома «Нардуган» записали триптих, который является 3 частями одного целого. Это сам дракон. Это змей, снежный барс и сокол с химера, крыльями. Да, получается. химера Это получается такая, химера, дракон мифическая химера. такая. Мы его разделили, чтобы показать некий образ. Просто помните, что там слов нету, то есть, потому что вот тоже вот вопрос, почему вы про него не спели, потому что у вас же там и текстовка тоже, как бы, и, там, я знаю, например, на базе последнего из треков это был последняя песня Мусы Джалиля, насколько я помню. То есть, и, соответственно, а тут вы как бы вот просите про Бараджа, как вы сами называете, и при этом вы про него ничего, в общем-то, не сказали. Однако у нас были же идеи, да, голос туда написать потом уже. Потом уже, мы так думали по приколу. Были, на все Да, это нужно время. Конечно, это да, это... А вообще это некая такая возможность показать, на что группа способна даже без вокала сделать. Вот. Вся суть была в том, что там партии такие интересные, что они сами за себя говорят вместо вокала. Да и в каждой песне, по сути, можно найти кусочек про самого дракона. Даже в первой песне «Булгар Иле», которая была написана на татарском языке в ужасном качестве, но разошлась таким тиражом, в общем, что нас даже немножко напугало. Там говорится как раз-таки про страну болгар, да, про нашу родину, и в небе вырисовывается сам дракон.
То есть в песнях много где указано. Даже в песне «Нардуган», где варево... Ну, это у нас первый альбом уже, Алтын Чач, по-моему, да? Это «Алтын Чач», да. А вот в «Нардугане» мы тоже указали в самой песне про гору, где Барадж находился. Там собирались дивы и всякие духи, и в день солнцестояния, да, в ночь, точнее, даже уже, варили священное варево и испытывали свою жизнь. Так, а, кстати, как вы дело записывали? Потому что по информации, вот именно сама запись как-то так. А какую запись? «Нардуган»? Алтын Чач. «Алтын Чач»? Первый альбом. О, это было вообще жестко. Мы записывали у меня дома на старом компьютере, который вообще не тянет. Вот. И сводил наш гитарист Тимур Кудаев, он занимался звуком, и мы сделали такой, ну, демо-альбом это можно назвать. Вот. Для нас это первая работа. Несмотря на ужасное качество, нас все равно привлекает контент, который там есть. Вот. Ну, такой, можно сказать, андеграунд, то есть с чего Да, 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 так и есть, прямо видно там по хронологии со звуком, если слушать, как мы начинали и чем сейчас занимаемся. Сейчас мы сыграем хаялчик. Что такое хаялы в наших альбомах? Хаялы — это маленькие музыкальные следы, которые мы вставляем, чтобы разбавить тяжелое звучание металла, потому что все слушают разную музыку. Вот, поэтому сейчас мы сыграем «Алтын Чач Сышлары». Запись включается в 2000-е годы, то есть и как раз вот в этот период группа переезжает, можно сказать, из Елабуги в Казань. То есть и уже, можно сказать, уже казанская. Да, мы вот в 2004-м организовались без вокалистки. В конце 2004 года, после первого концерта в Елабуге на фестивале «Харакат», там Дом кукол играли, все остальные, нас нашла вокалистка через нашего гитариста, который заменял другого гитариста. Вот. И она сказала: давайте я буду с вами петь. Еще потом присоединилась ее подруга, и они уже вдвоем делали расклад. Группа в таком составе прожила где-то 2 года, выступая по разным площадкам не за пределами Татарстана, а в Татарстане. И решила, ну, разойтись, потому что у всех свои планы. Остался я с гитаристом. И тут возвращается первый гитарист, с которым я все начинал, с Рустемом Шагитовым. И к нам еще на барабаны садится Зотин Андрей, наш друг. И когда-то в далеком прошлом, когда только группа начинала, он был администратором группы и занимался организаторской деятельностью. Вот, мы решили поиграть там. В 2007 году мы находим вторую вокалистку и даем сольные концерты, презентацию. Вокалистка тоже по многим причинам потом не может ездить выступать, и мы уже в 2008 году перебираемся в Казань. Ну просто у нас в данный момент ваш трек самый последний. Это вот, последняя песня, Последняя песня? Да, последняя песня. Это по Мусе Джалиль. Она такая прям, во-первых, очень суровая. Во-вторых, честно, вот когда ее... А так она у вас последняя вышла на данный момент, уже сколько прошло? 3 года же, да? То есть, сейчас были такие мысли, что вы, наверное, вот какой-то момент думали ей закончить. То есть, не было такого? Нет, не было, потому что песню мы записали позже, а придумывал я еще в 2014 году. Мне идея была взять текст какого-нибудь народного нашего героя, который весь истрадался, показать эти страдания, и чтобы люди немножко могли решить в своей жизни проблемы, может даже перейти как-то по-другому, потому что там показаны его последние минуты жизни, и они настолько бесполезные, и он там оказался не по своей воле на самом деле. Вот. И эта песня говорит о многом. Тем более Муса Джалиль очень крутой поэт, я считаю. Это просто один из самых мощных. Слог у него крутой, да, дядя, конечно, для своего времени крутой был. И нужно понимать, что он писал на татарском языке. У татарского языка абсолютно своя фонетика, свой вайб, своя мелодичность, своя музыкальность. Вот это вот просто, да, я как бы человек, пришедший в группу, ну,
получается, 12 лет назад, и за эти 12 лет мне очень часто задавали вопрос, а почему на татарском? Ну, конечно, я первым делом отвечал, почему нет, как бы отшучиваясь, вот, в немножко другой форме. Слово «почему» заменено на другое. Следующая песня у нас посвящена, так сказать, Мусы Джалилю. Мы взяли его текст Сонхойшер и наложили свою аранжировку, свои мелодии. По сути, как сказать, биологически, культурно татарский мой второй язык. Вот, я выпускник татаро-турецкого лицея, и я, сдавал классический экзамен по татарскому языку. Вот, в подростковом периоде мне вообще татарский совсем не нравился. Я только потом начал к нему прислушиваться и понял, что он абсолютно иначе звучит, что это абсолютно другой даже язык, и все равно так или иначе формирует мышление. Оно, получается, у людей, у кого, скажем так, родной язык, первый язык татарский, оно более какое-то, в хорошем смысле, абстрактное, более образное, и это в целом-то и человека по-другому идентифицирует. Вот. И вообще, ну, классным решением было как бы делать что-то на татарском языке. И вообще, я вот один раз как-то это ляпнул, может, а потом еще и в интервью ляпнул. Я вот сказал, что, блин, было бы обидно, что если бы вот эта эпоха в музыке, да, вот время, в которое я живу, на которое хоть как-то хотя бы чуть могу повлиять, осталась эпохой Салавата, условно. Вот. У меня папа играл в татарской эстраде много лет, чтобы покормить семью. Вот. В целом-то, что там по музыке устроено, он мне однажды объяснил, просто под стаканчиком красненького, вот, очень быстро. Вот. Вот что такое татарская эстрада, да? Да. Нет, но он объяснил это в терминах элементарной теории музыки, как бы, вот, и еще в терминах народной гинекологии. Вот. Просто татарский лад, татарский вообще вот этот вайб, а еще у этого есть название в татарском языке, оно звучит как монг. Его можно переложить на простые, скажем так, цифровые значения в музыке, да, условно, ступени, гаммы и так далее. Но если просто пользоваться техникой здесь, тут ничего не проканает. Вот, это должен быть вот дух какой-то определенный. Пожалуй, дух — это самый отдаленно напоминающий тот самый монг.
что 2020 вот карантин очень сильно помог вообще нашей, во-первых, клубной сцене, ну и, собственно, артистам стало больше где выступать, то есть неожиданно или как? Думаете, все-таки это было наоборот тяжело? Если так посмотреть, вот с 2016 года пошел спад, да, вот, он как бы упал, а потом все внезапно вспомнили, что из дома надо выходить, что надо тусоваться, разных возрастных как бы групп, получается, люди, и в целом, да, я заметил, что какой-то прирост активности в целом был вот с 2020 года, вот. Любые ограничения, которые можно внедрить, да, существенность человеческого бытия, пробывав там время в ограниченном состоянии, ты понимаешь, что тебя ограничивают, у тебя же есть возможности, вот, а когда выпускают, ты начинаешь пользоваться сразу этими возможностями. Поэтому в 2020 году, когда все вышли, все начали что-то делать, они устали сидеть дома. Вот, они просидели там какое-то время дома, и это было безумно скучно. Все захотели сразу на работу, музыканты начали сразу выступать, кто что делает. Кстати, Я вот думаю так. Я слышал даже, что это место изначально вот у своих истоков, как бы Паранойя клуб, он как бы вот именно в тот период как бы и развился, он набрался популярность, он прямо потому открылся что здесь были лютые тусовки, как я слышал. Да, тут так мы к чему приходим. То есть, в том числе и благодаря вам же здесь появился, во-первых, рокеры. То есть до этого же здесь только диджейские сеты были, а потом, соответственно, и появилась и как раз рокерская движуха. И вообще, вот я сам, потому что посещал очень многие концерты, ваш, по-моему, даже был здесь, когда здесь, наверное, были самые такие ясные, что ли, концерты. То есть такой с неповторимой атмосферой, которую очень сложно было. То есть, ну, вот как вообще у вас это дело тут пошло? Потому что без вас вот это... Вот. Я вот могу выразить вариант, что тут надо сказать спасибо нашему дорогому другу Вадиму Бородинову, который нам много говорил. Тут немножко цензуру придется вырезать все-таки, потому что Вадим нам это говорил, как он всегда это говорит. Он говорил: ребята, вы занимаетесь фигней, надо делать мероприятие в Паранойе. Вот. Он нам много-много про это говорил, много-много. И как-то в итоге все началось с джемов, и потом как бы концерты пошли вот у Джоника. В общем, Вадим Бородинов меня познакомил с Алексеем Костиным. Вот. Алексей Костин предложил сделать вечеринку. С этой вечеринки пошли остальные вечеринки, и они уже были в экспериментальном виде. И акустические, и дип-джемы, и рок-концерты. Вот так мы здесь и немножко потусовались. Да, просто вот я вот еще вас как бы направляю по поводу того, что были раньше какие-то клубы, потому что как бы даже вот такое мнение порой звучало, что у каждого города в какой-то период самым таким ярким клубом может быть только, наверное, один какой-то. То есть, и поэтому, вот, по вашему мнению, было ли что-то подобное? То есть, именно, то есть, что вот в какой-то период какой-то клуб был такой доминирующий, а потом он постепенно затухал, и на его место выходил новый. Ну, скорее всего, это второе. Они все так поступают. У них просто не хватает, как это, опять ресурсов для существования. Где-то все равно выходят какие-то убытки, и приходится вальировать так, чтобы выжить. Вот, если бы у всех были бы данные ресурсы, я думаю, каждое бы заведение могло иметь право на рост. Вот, и это заведение, оно имеет это право, оно постепенно растет. То есть эти вечеринки, которые мы даже здесь сделали, они принесли много позитивных эмоций, состояний, да, уйти от депрессивного существования. Что бы вы сами из своей музыки сказали, вот как именно такая песня, которая бы, наверное, несла надежду именно? Интересный вопрос внезапно. Давайте вот сейчас он выберет песню, да, и я выберу, мы посмотрим. Давай на свои факты первый. Я предоставляю тебе возможность первому. Не знаю. Я еще «Сущая думаю. надежда» песня. Не знаю, наверное, из всего репертуара Барадж это, наверное, самая такая в этом ключе песня «Белый лист» все-таки. Вот. Ее еще до моего прихода в группу выпустили. Я, кстати, сегодня ходил на обед, вот, и она мне как бы в моей фонотеке так выстрелила. Вот. Уже в исполнении Зарины. Какая у Зарины сейчас фамилия? Хмидулиной. Кажется, она да. очень часто меняет фамилии. Да. Вот.
Это прекрасная дама, прекрасная девушка, прекрасная женщина. Вообще, Зариночка, если ты смотришь. Вот, обожаю Заринку. Это, собственно говоря, голос альбома «Нурдуган». Вот. Пожалуй, эта песня, да, она такая, она в целом про это, про какое-то новое начало и так далее. Вот. Вообще, мне моя девушка задала вопрос очень интересный, но я тебе даже не рассказывал. У вас, говорит, вообще есть песни, где ни у кого не произошел какой-нибудь трэш, никого не убили и так далее. Я сказал, что... конечно, говорю, есть такие песни инструментальные. Инструментальные, да. Да. И еще какая-то песня была, в которой точно ничего такого не происходило. Вот. Ну, я слышал иногда такие моменты, что у нас мрачновато немного творчество местами, но мы пишем про историю, а если посмотреть историю нашего биологического вида, я вот сторонник той вещи, что она скорее мрачная. И возникновение метал-музыки, оно прям вполне органичное. Я, конечно, другого мнения, я не считаю, что тут у нас все мрачно. Ну, это со стороны мнения, я тоже так не считаю. Все верно. Я считаю, что вот есть песня «Нурдуган», она говорит про ненадежду, как это сказать-то? Уже новое начало какое-то. Про какое-то желание, да, чтобы двигаться. Вот. А про надежду, если взять, то это, наверное, Курай. Она призывает к действию петь на Курая. Вот. Про природу, про историю, о том, откуда ты взялся, кто ты такой здесь и куда тебе надо. Это уже завершающий вопрос. Что вы посоветуете тем, кто начинает? Никого не слушать и не останавливаться. Да. Идти вперед? Да, Горная река пробивается через все? да. Муса Джалиль уже это сказал, поэтому мы просто дополним. Не Вперед. останавливаться точно, никого не слушать. Я думаю, как? Собрать, вот послушать, записать, а потом этот листочек, ну, либо из него какую-то выжимку сделать, либо использовать его в качестве, ну, чего-нибудь такого. Да, что-то Другого. такое. Для чего там еще листочки нужны? Ладно, на этом мы заканчиваем. Может, сами хотите что-нибудь добавить? Желаю, чтобы ваша передача стала еще шире, прекраснее и процветала. Вообще классно дело делаете, да? А, У нас классный андерграунд татарский. Да. От нас большое спасибо, что нас пригласили на это интервью. Очень приятно. А если есть молодые татарские артисты, пишите в личку куда угодно. Блин, вообще, мы искали недавно, с кем сделать концерт, кого позвать гостями. И вариант у Сала Акбуре у нас не получилось. Вот, а вот молодых артистов мы, к сожалению, не знаем. Может, есть какие-то ребята, которые только пробуют писать музыку. Вот, я сам как бы занимаюсь и продакшеном, и звукорежиссурой. Так что вот, ну, вообще хочется с молодежью работать, хочется как бы другой язык музыки услышать. Конечно, конечно. Просто всегда другие мозги, всегда другие руки. Вот. Тут как бы, ну, мозги и руки все решают. Спасибо большое. Все, спасибо вам. О, Хорошего дня. спасибо. Suaş həsrətən qurlarda qaldırır Qartibənlər tavaşın sağınıb, sağınıb Görəyəgi sihirli ormanğa Qabat-qabat Qurayda